Я в шоке. Мама упиралась. Я Алексею помогаю банки держать, чтобы их открыть. Ничего у нас не получается. Потом мы в итоге крышки портим этим открывашкой. Вот. Миша приходит, они в 2 счета 2 банки вот так раз, 2 открыли. Как так? Я поражаюсь. 55. Еди юз доксанайти 792. Угу. Все ниже, пролистывай. Молодцы, какие детки. Мама с папой дрыхнут. А дети уже и позавтракали, и сидят турецкий учат. Да вы мои красавцы, я вами горжусь. Мы уже скоро урок закончим. Да вы умнички. Я сейчас стану булгур вам с вермишелькой сделаю. Там есть кислые эти кабачки. Вот, вы закончите учебу, покушаете, пойдете на тренировку, а я рецепт буду снимать. Да вы мои красавцы. Да вы умнички. Смотри, порядку числительных обозначает количество предметов при счете и отвечает на вопрос качинчи, какой, который по счету, и образуется путем присоединения к количественному числительному аффиксов. Инчи, инчи, унчу, юнчу. На согласную и энчи. Ага, тут еще раз аффиксы. Если числительное заканчивается на гласную. Олег, ты все понял, а ребенок, мне кажется, ничего не понял. Олег, ты должен хорошо читать, а не вот так. Угу, понятно. Привычка такая. Нет, Олег, ты учишь ребенка. Он вообще у тебя за весь урок что-нибудь понял? Я не знаю даже. Михаил Алексеевич, ты просто сидишь? Нет. Я понимаю, я уже понимаю. Ну вот про инчи ты ничего не понял. Олег, ты учишь ребенка. Да, я все Я даже понял. не слышал. Ты-то это все вот так вот проглядев, бегло глазами понимаешь, а ему-то надо в голову тоже донести. Ну да. Ну ладно. Давай, меняй тактику чтения. Всем доброе утро, друзья. Мы проснулись с Алексеем. Алексей почти проснулся. Вставай, Алексей. Вот, сейчас будем делами тоже заниматься. Дети учатся. Молодцы. Умнички мои мальчики. Алексей, поздоровайся со зрителями. Здрасте вам. Алексей завтракает. У него тут мидии на завтрак. Хорошо живешь. Не завидуй, присаживайся. Ты себе, товарищ, что-нибудь погорячее, я так понимаю. Конечно. Я сейчас покажу зрителям. Дети так и занимаются. Мы им организовали настольные лампы. Выключили большой свет. Вот теперь они с настольными лампами занимаются. А я себе, вот эти подсветки, которые друг Рай делал. Вот. В общем, друзья, по-моему, кто-то просил у меня рецепт булгура. Не буду писать, сколько вешать точно в граммах. Но вот беру все на глаз, делаю. Как этот, да? Что там? Насыпь на глаз. Нахрен себе насыпь. Собака, что там? Страшно. Страшно. Давай. Что тебе надо в итоге? Вот этот кусочек масла я забираю. Возьми солонку, масленку. В общем, ставим кастрюлю, в которую отправляем оливковое масло. Сейчас. Сюда же отправляем кусочек сливочного масла. Ничего не регламентирую по количеству, все делаю на глаз. И деревянной лопаточкой, перемешивая, растапливаем масло сливочное. И здесь я уже подготовила вермишельку. Вот. Булгур помыла. Булгур с вермишелью сейчас приготовлю. У меня в холодильнике есть кислые кабачки. И детей буду кормить булгуром с вермишелью и кислыми кабачками. Сейчас покажу чуть позже, как буду дальше готовить. Вот, пошел процесс. Так, сливочное масло у меня растопилось. Теперь вот в это оливково-сливочное масло, в оливково-сливочные масла закидываем вермишельку тоненькую. Обычно мы в России использовали такую вермишельку для куриного бульончика. Готовишь куриный бульончик, туда вермишельку. Вот. А здесь турки готовят именно вот так. В масле, значит, обжариваем вермишельку, перемешивая,
до коричневого состояния. Вот. Готовится легко, быстро, половешник такой. И кушается с огромнейшим удовольствием, потому что это безумно вкусно. Все, ждем, когда покоричневеет лапшичка наша. Меня подруга сардинич научила, и вся семья с таким огромным удовольствием кушает. Это, как знаете, как наш узбекский ощ, только без мяса. Вот, они кушают это с кислыми кабачками, и мы тоже, когда готовим кислые кабачки, я готовлю вот такой вот булгур. Получается сытно, полезно за счет сливочно-оливкового масла, безумно вкусно и дешево. Вот. Мясо мы тоже кушаем. У меня в холодильнике уже разморозившийся кусок говядины в виде фарша. Я буду готовить из него новый рецепт. Поэтому на ужин, возможно, с детьми снимем. Потому что детей сейчас покормлю обедом, отправлю на тренировку. А на ужин, возможно, с детьми будем мукбанг снимать. Либо они по краям будут сидеть вне кадра. Вот смотрите, уже видите, коричневеет вермишелька. Такая вот красивая должна быть коричневая вермишелька. Все, сильно не пережариваем, не перетушиваем. Отправляем в булгур. И перемешиваем опять все. Обжариваем еще несколько минут с булгуром вермишель. Вот так. Вот такая аппетитная вкусняшка будет. Все, друзья, 3-4 минуты я обжаривала вместе с булгуром вермишельку. А дальше, я не отмечаю, опять-таки, миллилитрами, потому что это для рецепта я так делаю обычно. А дома я все делаю на глаз. Заливаем воду. Так, чтобы булгур весь покрылся и было еще на поверхности, сейчас скажу, полсантиметра. Вот так. Все. Дальше делаем следующее. Я уменьшаю газ. Подруга моя все делает на медленном огне, но мне терпежу не хватает, поэтому я делаю на большом огне. А дальше вот уменьшаю газ. И все, пускай вода сама испарится. Чуть испарится вода, мы с вами засыпем специи. Покажу, какие у меня подруга специи сыпет в булгур. Вот. После минут на 20 оставим. Оно все пропарится хорошенько и будет вкуснятина. Ну что, друзья, на среднем огне у меня уже вот так вот ушла вода, но еще осталось, видите? На этом этапе подруга моя засыпает все специями. Сейчас я покажу, что она кладет. Она кладет кимьон. Это зира. Я положу добрую такую чайную ложечку. Она кладет соль. Солить я много не буду, мы уже привыкли к менее соленой пище, но вы ориентируйтесь по своему вкусу. Я положу буквально пол чайной ложечки. Дальше она кладет черный перец. Где он у меня? А что-то у меня две банки зиры получилось. Так, она кладет черный перец. Треть чайной ложечки. И она кладет куркуму обычно. Зердычал это куркума, да, Леш? Ну да, по идее. Так, пол чайной ложечки. И все хорошо перемешиваем. Все, только ты специально долго делаешь, я помню, специально долго делать. Вот. Весь смысл этого плова в том, что сливочно-оливковое масло и специи вкусненькие турецкие. Они не турецкие, но вот наша подруга-турчанка кладет такие специи супер вкусные. И получается вот такая вкусняшка. Все хорошо перемешиваем. Закрываем потом крышкой и еще 20 минут томим. Вот такая вот вкуснятина у нас с вами получается. Все, друзья, смотрите, вот такая вот вкуснятина у меня получилась. Очень такой рассыпчатый булгурчик с вермишелькой.
Дети уже сидят, обедают. Миша, пожалуйста, сядь хорошо, лежишь прям над тарелкой своей. Миша злит всю семью. На него Ой, мама, ругаются. У него нет настроения, видите ли. Приятного аппетита, Олег. Спасибо. Я грею себе свою порцию кислых кабачков. Вот. Кислые кабачки. Сейчас сверху булгурчик. И вот такой у нас обед вкусненький. Сегодня я вам прогуляюсь по Мигросу. Покажу, какие сейчас здесь акции, цены на что есть. Вот. Попробуем повнимательнее посмотреть. Здесь картошка, в принципе, хорошая картошка. 3,95 на рынке. Где-то 4 бывает, но такая вот мелкая. А здесь хорошая, крупная, по 3,95. Там по 4, а вот эта крупную где-то за 5 продают. Так, здесь вот зеленушка. Белая капуста 3,19 килограмм. Лук 3,95. Салат Атом 4,09. Какой вот этот, наверное, салат Атом называется. Лололо Россо, не знаю, что такое. Лохана красная 5,21. Марул 4,95. Это что здесь они марулом называют? Нане 2,95. Мята, пучок. А, марул это укроп, по-моему. Да. Что здесь еще интересного? Ну, лук. Лук по акции 1,79. На рынке двушку где-то стоит лук. Тоже можно взять. Я картошечки себе положил, сейчас луку тоже положу. Пойду дальше. Здесь акция на печеньки, как всегда. Ну, подорожало. Вот это печенье, вот 10,90, которое стоит, 8,50 стоит. Улькер 8,95, не знаю, почем он был, не помню. Те печеньки 9,50. Раньше за 11 большая пачка продавалась. 11,50, по-моему. 4 столбика. Сейчас 3 столбика, а там 4. Несквик 19,90. Все на 6 умножайте, поймете, сколько это в рублях. Что здесь еще есть? Печеньки какие-то. 19,90. Не знаю, не покупал, не знаю, что это печеньки. Бытовуха какая-то, Вернель по акции. 36 зачеркнуто, 27 оставлено. Эти большие бутылки. Розовенькие, беленькие. Это, наверное, более жидкие. А вот это такая же цена, только как там экстра, более густые. И бинго тоже такая же цена. Много всяких жиж. Так, орех 44,95 грецкий орех здесь. Цена сравнимая с ценой в Шоке. В Биме чуть дороже. Что здесь еще есть? Ананас. 17,89 ананас. Такие маленькие. Обед штучка. Грейпфрут 4,08. Мандарины 8,96. Груши 13,42. Что здесь еще есть интересного? Огурцы. Что-то все бесценное. А, вверху все написано. Огурцы 7,98 здесь написано, а другие 17,18. Не знаю. Томаты 6,67. Это, видимо, вот эти вот, которые. Перцы 14,93. Шакер Доматос. Это маленькие, видимо. 8,95. Коктейльные 10,43. Вот эти в маленьких стаканчиках. 10,43 килограмм. Ага. Красный перец 13,43. Горький 22,43. Что за горький? Кто из них горький? Непонятно. В общем, ценники здесь вверху расположены, что не очень удобно смотреть на них. Что здесь еще? Карнабахар. Карнабахар. Что такое карнабахар? Интересно. Брокколи 10,88 килограмм.
Баклажан не вижу. Баклажан 17-18 килограмм. Ну, что-то какой-то дорого стоит. Бананы, ананасы 17,89. Яблоки зеленые Гренни Смит 7,46. В общем, много чего здесь понаписано. Пойду дальше. Фрукты здесь не очень дешевые. Здесь можно иногда купить картошку, лук по акции. Это у них бывает очень часто. Дальше. Что здесь у нас? Мороженка. Достаточно дорого. Но единственное, сейчас вообще не сезон. Мы уже давно не покупали. Я не видел, что кто-нибудь с мороженкой ходил. Масло подсолнечное. Сколько? 2-литровое 48,90. Сейчас это считается по акции. Ну, конечно, не очень цена привлекательная. Вот мука по 14,25, 2 килограмма. Интересная цена, потому что получается дешевле, чем пятерку покупать. Пятерка дороже выходит. Сейчас я посмотрю, сколько мне 14,25 двушка. Сейчас пойду посмотрю, сколько мне Оля написала купить этой муки. И куплю, пойду дальше. И молоко вот еще здесь тоже есть. Молоко 3% мы обычно берем. Тоже сейчас возьму, вот на него акция 6,90. Так, молоко такое. Айран 14,60, Айран 10,95, Мигросовский 8,91. Давно мы не покупали, не могу сказать, насколько подорожал. Вот здесь был Сюзьме йогурт Мигросовский по 22,50, я его забрал. Один он, к сожалению, это аналог сметаны. Вот он тоже. Экер тоже по 33,50 и вот такой Сутаж тоже по 25,90. Это все аналог сметаны. Кисленький такой, приятный, густой. В общем, сейчас Оля его покупает вместо для, так сказать, для цели сметаны. Что здесь еще? Сыры. Ну, тут их очень много, я не знаю, тут какой вам показать, что здесь интересного, какое самое вам внимание привлечет. Вот цены, в принципе, вы видите, все желтое, достаточно высоко. Вот такой я покупал 24,90, да, я покупал точно такой же, по-моему, я купил за 18,90 в Шоке, тоже по акции. Так, сыры такие вот, это наши, по сути, твердых сортов, так называемые. Тоже 61,50, 39 вот какой-то. Это старый кошар, вкусный, он вкусный, но тоже дорого стоит, видите. Эски кошер, он такой жесткий, он аналог пармезана, может чуть помягче, чем пармезан. Вот это я не знаю, что такое, каймак гиби 24,90, мне такое не заказывали. Тава йогурт вот этот 21,90, он тоже густой, он такой, как будто на масло сливочное похож чуть-чуть. Я взял баночку такого йогурта, у нас сейчас молока нету, так сказать, деревенского. Взял такого йогурта, дети тоже его хорошо кушают. Лабне, вот, по Лабне можете посмотреть. Ценник 14,50, 16,25, он, знаешь, подешевле стоил все-таки. Лабне. Где-то, наверное, лир на 4-5 точно дешевле стоил. В сливочном масле я взял вот этот 69,90 мигросовское. Остальное, видите, заметно дороже. 117 килограммовые пачки, 79, 98, 96, 114. Это все сливочное масло. И так далее. Вот 57,25, но это не килограммовая пачка, а сколько это здесь? 500 граммовая. Вот. И так далее. Яйца 34,90, 30 штук. Но это небольшого размера. В принципе, 30 штук за 34,90. Нормальный ценник. Так, колбаски пошли здесь. Ну, даже тоже не берусь вам тут. Рыбу успели посмотреть. Самон, ципура. 127 лир. Это, как он называет, дорадо. Самон
красная рыба, норвежская обычно здесь она. 294, 258, не знаю в чем разница. Здесь стейками нарезано, здесь такими кусками плоскими. Так, масло 49,90, 2-литровое. Еще совсем недавно была цена на пятерку за такую же цену. Колбаски, не знаю, смотрите сами, колбаски, сосиски, ну всем они не нравятся. Вот, кстати, соленая рыба, например, на этот, тоже норвежская написано, норвежский самон для там суши-роллы 58,25 стоит. Колбаски написано, что дана, всякие нарезанные, целиковые, всякие. Ну цвет вот такой вот, видите, дана джамбон вот такого цвета. Или вот бледно-розовенькие сосисочки такие. В принципе, они съедобные, ну, пожалуй, все. Насчет того, чтобы они вкусные были, никто сказать не может. Как-то так. В принципе, по колбаскам я так вот покажу вам, посмотрите сами, какие вам тут нравятся. Полонез, не знаю, из чего сделан этот полонез, не брали мы, не знаем. Пастурма тоже, копчененькая должна быть вкусная, не знаю. Что еще здесь? Ну, все показал. Курица, пришли в курочку. 44,76 изгара, тава. Это какая-то в какой-то смеси она находится. А простая курица должна стоить недорого. Так, 16,95 написано. Наверное, вот это адекватная цена единственная. Остальные все... А, вот, 21,50 за килограмм пачка. И так далее. Ну, все видно вот на экране. Вам, у меня на камере, у вас на экране. Я пришел в мясо. Вот это мы раньше брали, вот этот кымалик, вот здесь написано. 62 это была нормальная цена, а 50 это была цена со скидкой. 55, вот так было. 50 один раз мы покупали. Сейчас это стоит 82,95. То есть вы заказываете это мясо, и вам в той мясорубке сразу его прокручивают. Вот это мясо, вот с этого подноса. Мы пробовали тушить его, в принципе, тоже вкусно, но жестковато она. На фарш она все-таки лучше. Остальные, вот середина орта написано 98-95. Это дана, это все говядина. Дана, сотелик, не знаю, что это. Какие-то маленькие кусочки, 115 стоит, 112. Вот какие-то красивые куски, 145. Контрфиле, антрикот, 165. Это все за килограмм. Это кузу перзола, 103 лиры. То есть берешь его просто и на мангальчик. Вкусно. Можно вот такой большой взять, а можно вот уже разрезанный на кусочки. Вот такие вот кусочки тоже есть. 118 лир. Бут, это вот задняя часть, 137. Кол, это где-то в середине 99-95. Шашлык 121, я не знаю, где это и который из них, кто из них кто, я не могу сказать. Вот ярым опять, тоже где-то в средней части 117 написано. Наверное, что-то, не знаю, кто из них кто. Очень часто у них ценники не стоят напротив тех кусков мяса, что нужно. Так, кузу дош бушлук. Не знаю, что это означает. Кабурга 79,95. Вот самые дешевые куски вот этого. Что из них кто? Возможно, что оно отсутствует. Можно ногу купить. Бут, кол. Не знаю, что из них кто. 89 и 91. Ну, непонятно. Ага. Коровий жир 79,95. Дана, не знаю, что это такое. Как будто этот, похоже... Я не могу сказать, что это такое. Нашла марку Куйрук, 59,95. Так же, как кузу келе и там Дана и шкембе, вот это. Что это такое? И что это вот из этого? Вон там ножки есть какие-то бараньи. Не знаю. Колбаса такая вот пошла. 214, 279, 203. Это все за килограмм здесь. Вот. Что почем, не могу сказать. Тут и масло сливочное лежит. И какой-то тюбик большой, мы такой не покупали. Тоже, видимо, на развес.
Сыр тоже здесь продают. И вот такой вот сыр в жидкости какой-то налитый. Цена вот написана 142, 127, 116, 38. Но я, честно говоря, не знаю, что из них что. Он там подписан 69, 90, 87 зачеркнуто. Это вон те плетеные, которые. А здесь 87 лир, вот это стоит все. Вот. Так, что мы пришли в оливки маслины. Вот они фаршированные, 63,25. Такие 70, такие 42. Эти 71,90, эти 30, это 62. Ну вот. В принципе, мы прикольные берем вот фаршированные какие-нибудь. Или такие вот, если нам иногда тоже черненький захочется. Цена вот сравнимая, 62-63 лира. Что это вот за 30-ку, я не знаю. Возможно, что это те, из которых оливковое масло давили. Вот теперь 4-литровое масло подсолнечное, 109 лир стоит. Раньше таких цен не было, но сейчас есть, к сожалению. Мы пришли вообще во всякое масло здесь у нас. В этой стороне у нас уксусы разные, яблочные, вот Элма написано вот здесь. Бальзамические соусы есть разные. Вот нар написано это. Вот соевый соус стоит, кстати, вот хороший. А, вот он тоже я потерял, 39. И так далее. Есть большие и маленькие. И вот такие большие обычно берем. В последний раз не было такого большого. Я взял пол-литровый, поменьше, чем вот этот. Процентов мало в нем. Оля его тратит только дай. Так. Ну вот. Двушки 48. Четверка 108 лир стоит. Без акции 108. 49 лир этот магазинный, так сказать. Так, и Оля мне специи говорила. Пойду специи посмотрю, какие она мне там написала.